Ален, Здрасте. здрасте. Да, в прошлый раз мы не смогли поговорить. Вы говорили, что у вас там... Вы еще были в Ирпене же, да? Да, я тогда еще была в Ирпене. Так, ну Как удалось? ладно. Просто как вы вырвались? Просто про Ирпень какие-то совсем страшные мы видели Да. фотографии, видео, все на свете. Можете рассказать от первого лица? Мы вообще, я не находилась не в Ирпене. На самом деле, честно, не знаю, где хуже, но я находилась под Ирпенем, Мгм. в небольшом селе. Ну, получается, дачный кооператив за селом. Ну, вот 5 километров от Ирпеня. И у нас так получилось, это у нас в тот раз не вышло, это тоже там один из первых эфиров я была. Мгм. Нас окружили почти сразу. И у нас, получается, с одной стороны был Ирпень, Буча, которую ну, полностью уничтожили. И с другой стороны военная часть. И с третьей Житомирская трасса. И все это очень сильно обстреливали. То есть я ничего не видела, но я слышала, то есть у нас буквально стреляли, ну, не было такого, чтобы не стреляли. То есть воздушной тревоги не было, потому что это село, но постоянно были грады, постоянно ракеты летали и так далее. То есть, ну, не было, мы спали, ну, я спала, кстати, крепко, на удивление. У меня вся семья не спала, мы дежурили по очереди. Ну, не было такого, чтобы вот я третий день сплю без этих всех звуков, мне очень странно, я постоянно просыпаюсь и дергаюсь. И, ну, как бы мы слышали это все, и мы знали по новостям, что нас окружили, и что есть два вида оккупантов, которые некоторые ведут себя, ну, как относительно адекватно, то есть они приходят, просят еды, там, от какого-то там что-то еще, и уходят. А есть те, которые кидают гранаты в дом, и потом заходят. И мы очень боялись, ну, у нас не было понимания, кто к нам придет и вообще что будет. Мы были большой семьей в доме, и у нас не было доступа вообще ни к чему, потому что, ну, мы были окружены, со всех сторон были российские блокпосты уже, которые периодически выбивали, но у нас не было, конечно же, никакой информации, соответственно, мы не знали, как мы можем выехать. У нас сначала отключили, ну, интернет вот такое, потом свет, потом газ взорвали специально, видимо. И полностью вот, ну, такой получился геноцид. И, ну, доступа к продуктам, конечно, у нас не было. И пытались выехать люди, до нас пыталось выехать 3 колонны, все расстреляли полностью на Житомирской трассе. Погибло, ой, я не знаю, даже, ну, вот именно с наших районов погибло, наверное, человек 50. С Ирпеня, конечно, еще больше, то есть просто, ну, люди выезжали на Житомирку, там, ну, не знаю, видимо, то ли какие-то чеченцы, то ли, ну, я не знаю, кто они, но они просто, вот просто стреляли. И мы боялись очень сильно выезжать, потому что А всех вы сторон знаете, людей. многих этих людей вы знаете? Из тех я не знала никого, я просто знала, то есть у нас была тероборона, и у Мгм. нас был человек, у которого была информация, не буду говорить, кто это, но вот у него была информация, он нам рассказывал, и мы хотели выехать, но он сказал, ну, выезжайте, но как бы есть варианты. Потом, когда у нас отключили газ, мы поняли, что у нас уже нет вариантов. И мы решили пробовать. Вот мы решили, мы собрались за 2 часа, и мы ехали туда с пониманием, что либо мы умрем, либо прорвемся, назад мы не вернемся. И нам было очень страшно, мы пробовали, мы ехали колонной, за нами сразу решили ехать где-то 20 машин, и мы, когда ехали туда, мы тренировались ложиться. То есть нас было 4 в машине, с моего дома ехало 2 машины, и мы ехали как бы и сразу тренировались, как мы будем ложиться, когда нас будут обстреливать. То есть мы сразу вот потренировались, когда выезжали, и поехали на Житомирскую трассу. Когда мы проезжали, нам до Житомирска где-то километров 5, там стояли наводчики такой кавказской наружности, и что-то говорили в рацию. Когда мы выехали на Житомирку, нам нужно было проехать где-то полкилометра. Мы поехали, потом развернулись, поехали там по встречке, у нас была немножко заминка, и вдруг мы услышали выстрелы. Такие как взрывы, что-то такое, такие, ну, как микровзрывы, такие как будто, ну,
взрывы и так далее. Мгм. Кстати, ну, в половине машин были дети. И мы понаклеивали дети везде, и все, но там, ну, от Житомирской трассы уже ничего не осталось, там была пыль, они, наверное, даже не видели, не знаю, или видели. И все равно, ну, в общем, нас расстреляли. Из нашей колонны, из нашей улицы, я знала 2 человек, они погибли. Там, это я уже по факту узнала, мы там не разбирались, поднялась сильная пыль. У нас был опытный водитель, и он развернулся сразу. То есть он просто сделал такой полицейский разворот. Мы лежали, у нас выбило стекло, 2 стекла. На машине выбило пулями и подголовник пробило. Рядом со мной сидела моя сестра, она пригнулась, и через 3 секунды улетело 3 пули, и там, где она сидела, они пролетели и пробили подголовник, у нее отглушило ухо. Уже все нормально стало, когда мы уже далеко очень отъехали. У меня тоже глушило ухо. И мы развернулись и поехали назад. Ну, газанули, развернулись. Мы не понимали, что происходит вообще. Я не знаю, как водитель сориентировался. Но, в общем, мы были в шоке. А там те люди, как я поняла, они заглохли или им что-то пробили. И они вышли из машины. У них в машине был ребенок. Они вышли, и просто их смело, ну, просто там коллаж был. Мы потом нашли пули у себя в машине. Это был коллаж какой-то, пули, ну, именно пули такие пробивные. То есть мы потом, ну, там сестра хотела ее просверлить, а они не смогли ее просверлить. Она внутри такая, ну, уплотненная. Она, когда входит, мне объяснили, входит в, ну, в что-то, она микровзрыв делает и проходит дальше. Вот, то есть они такими уплотненными пулями стреляли какими-то. Как же Вот, и там погибло. Как же вы выбрались? Ну вот мы развернулись и погнали назад просто. Вот просто колонна 30, ну там началась суматоха дико, мы уже просто не смотрели. Мы просто, ну, я лежала. Я лежала и не знала, что происходило, просто видела пыль, услышала звук стекла, слышала постоянно, что стреляют по машинам. Мы ехали вторые в колонне. И просто все начали разворачиваться, слава богу, все вроде сориентировались, и мы все погнали назад. Они были только с одной стороны. В общем, я же говорю, я ничего не видела. Мы добрались, проехали опять этих наводчиков и добрались до разворота. И нам навстречу ехала еще одна колонна с нашего села, только чуть-чуть дальше. И мы им сказали, что туда нельзя ни в коем случае ехать. А там была женщина, которая сказала, что она, нет, сейчас разберемся, а мы не готовы были назад ехать. Мы понимали, что у нас уже сестра просто была белая, она тряслась, мама тоже. Ну, в общем, мы были просто в шоке. Мы не знали вообще, что с остальными произошло, мы не знали, сколько за нами машин, мы вообще ничего не знали, мы просто бежали. И потом мы наткнулись на наших парней, нас эта женщина, которая ехала во главе колонны, провела, и там оказался наш блокпост. Они нам помогли, большинство поехало назад, а мы решили прорываться еще раз. Потому что, ну, не знаю, если бы мы вернулись после того, что с нами произошло, и опять оказались без еды, воды и, ну, просто, не знаю, мы решили, что либо нас убьют, либо мы прорвемся. И нас парни провели туда, поближе к Житомирке, сказали, что там можно перебраться. И они нас немножко провели, но сказали, что дальше мы не можем, нам нельзя, но вот до сюда мы вас можем. И мы потом еще километр ехали по полям и прорвались. В общем, мы почти параллельно переехали Житомирку, и потом ехали Не по по нашему дороге, да? дому. Просто Вот, по полям ехали. вот так вот параллельно пересекли, Ага. то есть, параллельно, перпендикулярно пересекли. Ага. Вот получается, просто проехали, там был отбойник разбит, а потом еще вдоль ехали. Мы видели этих россиян, которые стреляли в нас, но они нас, слава богу, не увидели. У нас было 5 машин уже осталось наших. Все остальные то ли развернулись, и я даже не знаю, что с большинством случилось. У нас глушили связь. То есть у нас, ну, мы не можем большинству просто физически дозвониться. И мы потом нашли уже наш блокпост. Ну и потом ехали очень долго. Сейчас я нахожусь на Западной Украине. Нас приняли абсолютно незнакомые люди. То есть, ну, мы ехали еще очень долго, мы проезжали такие страшные места, то есть просто буквально, ну вот, мы проезжали села, где не осталось ничего.
То есть там еще даже мы видели, что догорало что-то, то есть школы, дома, все ракетными ударами, то есть это не танки, это именно ракеты, ну, потому что там вокруг спокойно, просто вот под ноль. Пару домов стоит с выбитыми стеклами, все остальное просто снесено под ноль, никого нету, что там горит, и все. Вот. Ну вот, в принципе, потом на второй день мы добрались до друзей, и папа отправил тот маршрут нашим друзьям там, и на следующий день туда уже выехало 20 машин. Насколько я знаю, успешно. Что с остальными? Там пытаются организовать оттуда эвакуацию. Я знаю, что недавно была такая полууспешная эвакуация из Ирпеня. Там пару колонн расстреляли. Остальные вроде выжили, и там достаточно приличное количество. Но опять-таки из таких маленьких сел, как наше, не организовывают никакой эвакуации, потому что банально о них не знают. Мы передали информацию блокпостам, но опять-таки что с ними? То есть, ну, я думаю, что это не одно такое место, и их очень много, и это просто, то есть это просто геноцид. У людей нет ничего, то есть тут уже дело, то есть ты либо медленно умираешь, либо ты решаешь, что ты попытаешься умереть либо быстро, либо прорваться, и все. И вот, ну, то есть у нас был такой выбор, а я знаю люди, которые, ну, побоялись. Они сказали, что мы не можем, у нас дети, мы не готовы пробовать, ну, я их понимаю. И они как бы остались, мы им оставили какую-то еду, мы оставили им наш генератор, но как бы у них рано или поздно закончится бензин, рано или поздно закончится еда. И, ну, а там получается Ирпень, почему они взяли Ирпень, потому что там вход в Киев есть. То есть они сорвали все мосты, но есть без мостов, как я понимаю, вход в Киев. И они пытаются оттуда прорваться. Понятно. И как бы наши не могут ничего сделать, потому что их там очень много. И я так понимаю, ну, к сожалению, это стратегически как-то, ну, неправильно их там разбивать, потому что они тогда оставят Киев. Наверное, так. И я даже приблизительно не могу сравнить то, что, наверное, происходит там в Мариуполе, в Харькове и так далее, в Херсоне. Но даже там, то есть есть вот такие места, где просто они вот случайно защелкнулись вот так, и все. И Ален, всё. вы сейчас в безопасности, в относительной безопасности у вас конкретно? Да, я вот Как, ну, из, насколько... из всего, ну вот тут как бы это даже как-то, ну, не знаю, не хочу сказать смешно, но вот по соотношению вот люди, которые тут находятся, там боятся, что там ракеты пролетают, где-то вот есть предупреждение, что за 40 километров где-то ракета пролетела, и вот они боятся. С тем, что было вот там, я слышала каждый день, каждые там 10-20 минут просто как фигачат грады, и это настолько сравнительно не страшно, то есть ты уже просто, ну, для тебя это уже фигня, что вот там где-то ракета пролетела. Людям страшно за свой дом, а ты понимаешь, что ты уже этого не боишься, потому что, ну, это уже не страшно для тебя. Но вот тут безопасно, и я вот, честно, я не знала, и вот это для меня тоже, с одной стороны, это ужас, который пережили многие, и я уверена, опять-таки, что это то, что я пережила, это, ну, вообще не самое страшное, что пережили многие люди. Я не потеряла никого из близких. Я потеряла ну, я была знакома с людьми, которых расстреляли, но я с ними просто общалась. Я не потеряла никого из близких, мы не были ранены, это всего-навсего машину расстреляли, и все. Всего-навсего. Да, ну то есть просто расстреляли машину, никто не умер, никто не пострадал так. А что, ну, то есть я знаю случаи, я знаю, что когда убивали просто всю семью, оставляли ребенка. То есть просто, ну, не знаю, они как-то детей иногда оставляют. И просто, ну, или детей убивали, и маму выживала. То есть просто как это, я не знаю, как такое можно пережить. И с одной стороны, вроде как ужас пережил, с другой стороны, я понимаю, что это такая фигня по сравнению с тем, что пережили многие. Просто. И вот то, что еще хотела сказать, вот сначала это был ужас, а потом мы просто ехали, и мы удивлялись, насколько
насколько все объединились, насколько украинцы стали друг друга поддерживать, насколько военные нам на блокпостах улыбаются. То есть просто мы едем, они видят, что там расстрелянная машина и так далее. Мы хотели там кому-то передать еду и так далее, но сказали нет, нам подарили котиков. Нам на блокпосте военный просто остановил нас и подарил нам веточку котиков. Мы с мамой рыдали, наверное, полчаса, пока ехали. Просто мы не могли это, перевод просто вот серьезно. Там, они все держат на прицеле всех, кто проезжает. То есть такая очень серьезная ситуация. Они все держат на спусковом крючке. Все, если ты открываешь багажник, тебя целятся. Просто он нас остановил и дал нам это, и котиков дал. Все улыбаются, все поддерживают нас. Опять-таки, мы, вот людей, у которых мы сейчас живем, огромной семьей, они нас видели в первый раз. То есть мы приехали просто к ним, и они просто нас приняли. Все село тут, они просто вот принимают, они принимают оккупантов, они приносят нам еду. Мы пытались как-то, то есть у меня вот сестра уехала в Румынию, и просто все настолько стараются друг другу там помочь. Она говорит, что вот мы стояли в очереди на выезд, волонтеры разносят чай, еду и так далее, и не знаю, и я хочу сказать, что вот действительно все настолько объединились, все друг другу помогают, все стараются сделать просто максимум. Мы тут тоже стараемся как-то организовать какую-то тоже помощь. Там у меня знакомые чинят, ремонтируют, мы готовим там еду и так далее. И просто все стараются сделать по максимуму. И я очень рада, что я в который раз просто почувствовала, насколько это прекрасно любить жизнь и в общем, как-то так. Алена, полный ужас, что вам пришлось пережить. Спасибо большое, что согласились с нами поговорить. И, кажется, это очень важно. Мы вот тоже сильно под впечатлением. Просто спасибо, держите сил вам. Да, спасибо вам тоже большое за то, что вы это освещаете. Спасибо. Вот чудовищное преступление.